привет, дорогие друзья! Сегодня я буду делать украшения вот с такой подвесочкой и бусины турквенита. Посмотрите, как я красиво украсила этот кулончик. Вклеила кабошон, и вот эти отверстия круглые были маленькие, я покрасила их лаком и сверху залила эпоксидной смолой, чтобы держалось лучше. Здесь я подвесила бейл, очень удобные такие бейлы, так как здесь колечко вот это размыкается и можно подвесить к любому кулончику. Это очень удобно. И красивый вдобавок. Посмотрите, какой красивый бейл. Потом я подвесила вот такие бусинки 6 миллиметров. Сделала на штифтах и закрутила. Вот такие палочки у меня были. Подвесила к ним тоже бусинки и как бы разделила бусинки. Красиво смотрятся палочки тоже. Я в каждое колечко подвесила элемент. И смотрится очень красиво, на мой взгляд. Как вам? Нравится? Ну и буду я делать, конечно, из бусин турквенита, но не круглых, как я решила для себя, а буду делать из плоских. Хочу сделать украшение сантиметров 80, чтобы было примерно ниже груди. Поставлю вот такие плоские бусины. У меня размеров много разных. И, может быть, я еще проставлю между вот этими крупными кокосовую бусинку. Я так думаю. Ну, буду набирать, когда уже, и смотреть, как оно все вместе сочетается или нет. Вот у меня все размеры есть таких бусин. Я уже показывала вам. И 10 миллиметров, и 8, и 12. И я хочу еще поставить вот такие бусинки. У меня есть очень красивые. Они бронзового цвета. И посмотрите, здесь какой рисунок, цветочек и красная точечка, да? И хорошо, я думаю, будет сочетаться вот как раз с красными моими точечками, которые я покрасила. Посмотрите, как хорошо, да? Сочетается. И я поставлю вот эти бусины, наверное, 4 штучки, а может быть и 2. Я посмотрю, насколько длины хватит. Хочу вот такие бусинки применить. Нравятся они мне. Тоже хорошо, я думаю, подходят. И есть вот такие концевики. Скорее всего, их можно назвать. Может быть и колпачок на бусинку. Есть у меня вот такие 2 бусинки красивые, длинные. Возможно, я их тоже поставлю. Посмотрите, как смотрится, да? Хорошо. Ну, эти концевики я буду, наверное, в конце ставить. А здесь я хочу где-то поставить, может быть, на вот эти бусины. Красивые, да? Так. Ну и сейчас я буду все делать и показывать вам все нюансы, которые я буду применять. Украшение я буду делать на ювелирном трусике и 0,30 миллиметров. Буду я брать трусик в 2 слоя. Я потом расскажу, почему двойной будет. И сантиметров 80, как я планирую, значит, я отрезала сантиметров 90 тросика, так как нам надо будет потом загнуть тросик по краям. И теперь надо набирать бусинки. Сначала я надеваю кулон, и под кулон мне нужно надеть вот такие 2 бусинки, чтобы не на тросике был кулон, а именно маленькие бусинки. Бусинки 3 миллиметра. Они хорошо должны стать под бейл, я так думаю. И со второй стороны надо, он не проходит, а вот именно с 2 сторон поставить. Сама бусинка не проходит через бейл, но она вот становится вот здесь и с другой стороны очень плотно. И так будет бейл держаться на этих бусинках и не будет двигаться. Ну и потом я
буду уже набирать бусинки и посмотрим, что у меня получится. Главное, что у нас, чтобы набрать красиво набор бусин, и тогда уже будет смотреться очень красиво. Вот эти бусинки, у них же отверстие крупное, да? И вот такие бусинки проставочные, вот такие плоские, они хорошо становятся в отверстие конусом. Бусина будет держаться, посмотрите, как хорошо, да? Она туда проваливается, и уже такой вид, как будто бусина-бочонок. Но если вы не хотите такой вид, можно поставить внутри маленькие 2 бусинки вот такие. И потом уже можно плоскую ставить бусинку. Уже будет совсем другой вид. Ну, я сейчас буду продолжать и смотреть. Ну, давайте посмотрим, что у меня получилось. Уже голова кругом идет. Несколько раз я набирала бусины. В нескольких вариантах выбирала. Но остановилась на этом варианте уже. Нашла вот такие бусинки у себя красные. Они хорошо подошли к вот этим вкраплениям красного цвета. Я думаю, неплохо смотрятся. Я их очень давно покупала и уже забыла про них. У меня их много разных размеров. Я их покупала, по-моему, на сайте еще Joom. Магазин такой тоже есть, китайский. И на сайте AliExpress я уже таких не могу найти. Сколько я не фотографировала, ни по фотографиям, ни так. Это видно, что это турквенит с такими, посмотрите, прожилочками черными. И они матовые, не блестят. Это кажется, что они блестят. И они немножко посветлее на камеру, ну а так они потемнее немного. И выглядят они как яблочки, знаете, райские яблочки такие. Я делала украшения с гроздьями, как смородина. Вот здесь мелкие бусины я собирала. Ягодное украшение. Ну и поставила здесь. Я думаю, неплохо смотрится. Такие бусины плоские надо обязательно проставлять проставочными бусинами, потому что если их не проставлять, они вот так не будут сгибаться. Так пластично не будут лежать. И вот между этой бусиной тоже надо ставить или круглые бусины, чтобы входили туда, или вот и как я поставила, вот такие плоские. И хорошо тоже лежит бусинка. Здесь я, посмотрите, как закончила. Интересно. Не до конца поставила вот такой колпачок. И, конечно, нужна тоже здесь круглая бусина маленькая. Она выполняет свою роль как шарнир. Бусины тоже двигаются хорошо, пластично. Здесь я уже не ставила никаких металлических бусин. Поставила шапочки, одни из любимых. Они хорошо легли на бусина, это 8 миллиметров. И вот так вот будет на окончание. И поставила вот такие концевики. Они будут где-то лежать на шейке в районе. И, может быть, их будет видно. Они смотрятся неплохо. И перекликаются с вот этими проставочными такими бусинками. Я хочу поставить вот такой крючок, застежку. Тоже хорошо подходит, посмотрите, к вот этому концевику, да, по структуре. Ну и я буду, наверное, 2 кримпа ставить, так как бусины длинные и нелегкие. Поставлю двойные колечки обязательно, чтобы держалась хорошо застежка. И сейчас покажу. Поставила я кримп, потом бусинка у меня идет. И опять кримп. Так как 2 трусика, они тоненькие, я выбирала потоньше. Они хорошо проходят в протектор. В это отверстие хорошо все проходит. И обратно я провожу тросик. Пока не провели обратно тросик, можно колечко надеть, чтобы потом его не раскрывать лишний раз. И потом уже продеваем в кримп, в бусинку.
Так как здесь отверстие позволяет, я взяла кримпы чуть-чуть побольше по размеру, так как у меня есть и 2, и 3 миллиметра. И вот так у нас получается. Теперь зажимаем кримпы и сверху надеваем вот такие обжимные бусинки. Так как кримпы у меня покрупнее, чем раньше я ставила, я беру обжимные бусины 5 миллиметров, чтобы уже точно спряталось и хорошо все зашло. Видите, какая бусинка крупная получается. И зажимаем аккуратненько. Они очень плотные, эти бусины. Вот эти крупные. 5 миллиметров. Поэтому зажимаются они очень туго. И надо аккуратненько с двух сторон по чуть-чуть нажимаете, и очень хорошо формируется шарик. И вот так получается. Здесь у меня проходит, так как в бусинах большое отверстие, хорошо проходят все 4 тросика. Я не буду обрезать. Сейчас это все я перетяну на эту сторону, все бусины, и закрою вторую сторону. Вот так я поставила здесь крючок. Очень мне нравятся эти крючочки. Хорошо смотрятся. Здесь не нужна мне никакая удлиняющая цепочка, потому что украшение и так достаточно длинное. Короче, я думаю, не надо его делать. Посмотрите фотографии, как оно будет смотреться на мне или на манекене. Скорее всего, я сфотографирую на себе украшение. Очень красиво получилось и оригинально. Таких украшений у меня нет в наличии с торквинитом, поэтому меня уже спрашивали что-нибудь с торквинитом и с бронзовой фурнитурой. Поэтому вот такое украшение у меня в наличии. Посмотрите, как здорово смотрится. Если кто-то захочет приобрести, напишите. Очень оригинальное получилось. Можно и с джинсами, и с белой маечкой надеть. Будет смотреться здорово. Один совет хочу вам дать. В таком положении никогда не храните бусы. Это неправильно, потому что ювелирный тросик, он может сгибаться, ломаться, и впоследствии ваши бусы в таком положении и останутся. Поэтому я собрала бусы на 2 тросика, и я уже поняла, что этот способ самый лучший, и так сильно бусы не портятся, не сгибаются и остаются дольше в таком ровном положении. Или храните вот так вот в таком состоянии. Ну а лучше их подвесить, если есть возможность на манекене где-нибудь, или где у вас шкафчики есть, какое-нибудь место. Лучше в подвешенном состоянии пускай висят. Напишите, пожалуйста, понравилось вам мое украшение. Для меня очень важны ваши комментарии. Чем больше их, тем лучше. Хотя бы цветочек пришлите, если не хотите писать. Поставьте пальчики, они тоже для меня важны. Ну а кто не подписался, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Много интересного впереди. Но я с вами не прощаюсь. До скорых встреч.